закончился темный ретрит, в котором я находился 49 дней. Время пролетело как одно мгновение. Ну, впрочем, как и все здесь происходит. Когда мы ожидаем что-то мысленно, оно очень тянется. А когда оказываемся сейчас, все это происходит как некий щелчок. Ну, так же и жизнь, в общем-то, пролетает мгновенно, моментально. И также вроде ретрит казалось 49 дней, очень много. Но все это закончилось. И сейчас такое ощущение, как будто это длилось какое-то мгновение. Поначалу, конечно, очень сложно было вообще открывать рот, говорить, поскольку, когда на молчании находился такое количество времени, я просто не ожидал, что голосовые связки то ли ослабнут, то ли перестроятся. И когда первые мои слова были очень сиплые, очень такие пищащие, голосовой аппарат пытался настроиться. Но сейчас уже вроде нормально. Да и говорить-то особо не хотелось. Сейчас немножко уже время прошло, разговорился. Потому что если бы сразу попытаться после темного ретрита вот так вот что-то рассказать, вряд ли бы получилось. Там бы я просто сидел и молчал дальше. Тем не менее, все это осталось позади. Конечно, хочется сказать, что опыт необычайно сильный. Находиться вот эти 49 дней, поскольку, первое время можно там о чем-то помечтать, подумать, но потом это все перестает быть актуальным, и ты просто постоянно находишься в этом настоящем моменте. Поскольку находился я в таком довольно-таки ограниченном пространстве, то есть, мне приходилось или лежать, или сидеть. Иногда я выходил на улицу, окунался в воду, уже был такой морозец, снег потом пошел, то есть сейчас все вообще в снегу замело. Но даже на улицу хотелось уже выходить все меньше и меньше, просто хотелось находиться в состоянии некого присутствия, переживания вот этой жизни. И это было очень красивое явление, поскольку, как оказалось, для жизни многого не надо, просто ее воспринимать. И я даже как-то представлял себе, что вот если случится так, что я лишусь зрения и останусь в таком состоянии. В принципе, это не вызвало никакого отторжения или негатива, поскольку тоже очень замечательно. Включаются какие-то другие информационные инструменты. Слух обостряется, запахи, тактильные ощущения. Все это очень начинало заменять глаза. Интересно было, что даже когда глаза были закрыты, иногда было такое ощущение, что ты видишь какие-то пространства не совсем в этом измерении, что ли, не знаю. Потому что ты что-то видишь, но если касаешься, ты понимаешь, что там или пустота, или там не то, что ты как бы видишь. Но это я пока не объяснение, ничего не могу дать, да и не пытаюсь. Поначалу, конечно, было очень много таких интересных моментов, когда ум пытался заменить вот это видение, как-то сублимировать своими, не знаю, можно назвать галлюцинациями какими-то или попытками напомнить о себе. Но делал он это довольно-таки неуклюже.
ну как неуклюже, что мне кажется, что, конечно, если бы человек ну, вот нормальный, с обычной психикой попал в этот ретрит, ему, наверное, пришлось бы довольно-таки сложно, поскольку ну, довольно-таки реальные все вот эти видения были. И они не всегда были, скажем так, позитивными. То есть такое ощущение, как из тебя вот что-то еще выходило, и ты просто машешь этому ручкой и прощаешься. Ты это полностью отпускаешь, видишь, и это потихонечку уходит, и потом эти образы как-то совсем пропали. Единственный вот такой был тоже интересный момент, что темнота была не полная, то есть не было полностью черного такого непроницаемого света. Все равно была какая-то вот внутренняя подсветка, и вот эта темнота, она была такая слегка окрашена серым все-таки. Потому что даже на этом сером фоне иногда возникали более темные какие-то образы. Ну, это тоже было так интересно. Ну и, конечно же, удивительно красивые моменты нахождения в настоящем моменте, в том, что переживается. И ты перестаешь уходить в будущее. Поначалу все пытался сосчитать, сколько дней осталось, сколько прошло. Но потом это тоже ушло, и оставался в этом состоянии. Ну, день идет, когда-то он кончится, когда-то все это кончится. Когда-то кончится ретрит, когда-то кончится и жизнь, когда-то тут все кончится. И ты к этому относишься абсолютно без претензий, в полном принятии. И даже в неком, ну нельзя сказать наслаждении, но эти ощущения такие как бы вкусные по переживаниям. Было, конечно, очень много тишины, покоя. Даже не хочется сказать, что было, потому что он настолько утвердился вот во внутреннем состоянии, что я как бы оттуда взял его сейчас и сюда, вот это все состояние. Не знаю, может потом немножко буду более эмоциональным каким-то, но сейчас вот пока вот такое состояние очень тихо. И даже когда был последний день ретрита, как-то, ну, не было радости по поводу того, что он закончился. Что можно было даже, наверное, еще там понаходиться. Но это действительно красивое такое интересное состояние. Ну, когда-нибудь, я думаю, я еще взаимодействую с таким видом практики. Ну, может быть, не на такие длительные уже сроки, поскольку, в принципе, хватило даже, в общем-то, как бы, наверное, и половины этого времени, чтобы прийти в состояние полной тишины и покоя, где каждая мысль, каждая какая-то попытка выделения некой эмоции, да, энергии, она сразу фиксируется и замечается. То есть настолько тихое состояние, настолько там ничего нету, что как только появляется какая-то мысль, ты ее сразу видишь, и ты уже видишь, что ты не можешь в нее вовлечься. Ты ее просто фиксируешь, она видит и чувствует, что ты ее заметил, и она просто исчезает. И опять какая-то тишина, покой, некая такая изначальность. И в этой изначальности ты даже не всегда можешь как-то, ну, может быть адекватным, да, то есть такое состояние, мне кажется, вот испытывает, наверное, ребенок, который просто вот смотрит на эту мысль, но у него нет ни мыслей, ни мировоззрения, ни опыта, ни оценок. Он просто смотрит на этот мир. А тут ты переживаешь вот это состояние, но ты даже не смотришь на этот мир, но хотя знаешь, что что-то здесь есть.
По таким бытовым вопросам тоже все было довольно-таки просто, легко, поскольку мне не надо было заморачиваться там, с приготовлением еды. Самое большое, что у меня было, это чаек. Поначалу даже с медом, пока он не кончился. И по этому поводу не надо было испытывать ни беспокойства. Просто находился в состоянии такой отдыха и от еды, и от мыслей, и от отношений. С одной стороны, это можно назвать таким даже неким санаторием, когда ты вырываешься из какого-то состояния отдохнуть. Но что интересно, что я вырывался в это состояние уже довольно-таки из тихого переживания. И как мне казалось, что внутри было довольно-таки тихо, потому что все видится в сравнении. И ты видишь, что это состояние, оно может быть еще тише и тише и тише. Единственное, что нарушало эту тишину, это звуки работы вот этого организма тела. Поскольку ты слышишь дыхание, ты слышишь биение сердца, как пульсирует пульс. То есть вот это уже даже становилось довольно-таки громким состоянием. Но от этого уже было, конечно, никуда не избавиться. То есть оно так тоже иногда фоном шло. Но иногда и оно как бы пропадало, когда ты внимание переводил еще глубже в себя. Ну и, в общем-то, оставалось только, конечно, наслаждаться этим состоянием, потому что, когда включался ум, он понимал, что этим надо пользоваться, пока есть такая возможность, побыть в тишине, в таком неделании, недеянии, когда ты абсолютно полностью расслаблен, нет никаких каких-то дел или еще что-то. То есть это все полностью отключилось. Ум, конечно, пытался перетянуть на себя, скажем так, одеяло, в том смысле, что поскольку после этого ретрита сейчас я буду проводить и семинары, и Новые года тут, интересные тоже будут мероприятия. Но как только вот он пытался оттянуть на себя внимание, это все очень хорошо замечалось и, в общем-то, игнорировалось, и он довольно-таки быстро затихал. Поэтому вот это состояние тишины, покоя, такой некой истинности и изначальности, оно, конечно, было очень красивым. И я рад, что пережил этот опыт, потому что, это надо пережить, чтобы хотя бы знать, о чем идет вообще речь. И именно такой длительный, потому что, неделя, две, как-то они так, входящий еще режим. Самое интересное начинается попозже, где-то действительно вот в середине срока, когда ты постепенно успокоение достигает своего, скажем так, максимума. Еще, конечно, очень интересное состояние, что когда ты понимаешь, что ты находишься действительно абсолютно один, и никто тебе тут не придет на помощь. Что ни случись, никого нет. Ты находишься в домике, в лесу. Но это тоже, в общем-то, принимается, отпускается, и как один из факторов, как одно из условий, в общем-то, как одно из правил игры, и ты играешь в эту игру. Можешь соглашаться, можешь нет, это, в общем-то, зависит уже от тебя. Просто нету смысла по этому поводу паниковать, хотя у меня было одно интересное переживание, когда я вышел погулять, я заблудился. Как-то кончились, не дошел я до нужной веревочки,
на улице уже был минус и снежок, а поскольку я был, даже не помню, была ли на мне эта тряпочка, босиком и раздетый, ноги начали подмерзать, и я понимаю, что я абсолютно не понимаю, в какую сторону мне идти. Вот. И хорошо гавкнула собака в поселке, я хоть немножко сориентировался по направлению, потому что настолько тихо было, что не знаешь абсолютно, не понимаешь, в каком направлении перемещаться. А тут хоть какой-то был ориентир, и я уже смог куда-то идти. Шел, дошел до Будды-холла, но как-то наткнулся на него и уже понял, где я нахожусь, в общем-то, и тут уже дело техники, там уже все было просто. Но, тем не менее, была видна такая внутри легкая паника, поскольку ноги начали уже сводить, и, в общем-то, было довольно-таки прохладно. И ради этого время уже прошло, там уже, наверное, больше 3 или 4 недель это произошло. И, конечно, не хотелось ни в коем случае открывать глаза из-за такого казуса. Тут ведь еще очень какая важная вещь, что если ты идешь в такой ретрит, ты должен быть очень честен с собой. Потому что муж тебе говорит, ну ты можешь подглядеть еще что-то, да, но это уже будет, ну, такая нечестность, неискренность, и в этом не будет вот этой чистоты и полноты, то есть туда будет добавлена какая-то примесь. Примесь в виде какого-то лукавства, фальши, лжи, которые ты сам для себя, в общем-то, определяешь и ищешь пути для отступления. То есть, если, в общем-то, заявил какие-то параметры, то надо, в общем-то, их придерживаться. В остальном, в общем-то, было все довольно-таки тихо, спокойно. Удавалось, поскольку на улице было довольно-таки холодно, даже без зрения протапливать печку, поскольку несколько раз вырубалось электричество, и батареи, которыми отапливалось, остывали. Еще умудрялся, конечно, сходить и за водичкой, пока озеро не замерзло, чтобы пополнять запасы. Немножко сложно рассказывать об этом как о неком переживании, поскольку переживание вот этой тишины и пустоты, это по большому счету не является никаким переживанием. Ты просто в этом находишься, сливаешься и становишься этим. И нет того, кому переживать, нет того, чего переживается. Поэтому какие-то медитации, там, динамики, там о них можно что-то рассказать, но рассказать вот о состоянии вот этого нахождения в уединении, в тишине, в темноте, особо нечего. Там была тишина. А как ты о тишине что-то можешь вообще рассказать? Тишину, пустоту ее невозможно описать, там даже, в общем-то, невозможно находиться, поскольку ты начинаешь уже там или звучать, или заполнять пространство, но ты неким образом очень близко подходишь к этому состоянию и понимаешь, что вот ты как бы около двери того пространства, где уже ничего нет. Но ты еще переживаешь вот это свое «я», вот это присутствие, и ты понимаешь, что остается только «я» и «есть». Причем «я» даже определяется не как личность, да, а как вот это состояние присутствия. Иногда сложно было вообще сказать, вот, кто находится в этом темном ретрите. Взрослый, ребенок, мужчина, женщина. Теряются вот эти оценки. Все уходит, и просто остается вот это переживание присутствия, которое можно назвать «я». Но поскольку в этом «я» находится и вся Вселенная, и это тело, то какие-то движения, дыхание, касания, они чувствовались.
И это было вот как переживание есть, что я переживал вот это все пространство. И это очень красивое переживание. Когда включены глаза, это сложно смотреть на красивый цветок и не давать ему никакой оценки, и даже не давать ему названия. А тут мы, когда смотрим, мы сразу видим камин, камера, стены. У нас всегда есть какие-то уже названия, которые мы даем тому, что видим. Попробуйте посмотреть на какой-то цвет и не подумать, какой это цвет. Практически невозможно. Попробуйте посмотреть на какой-то предмет и не назвать его. Увидеть просто некий предмет, но без названия. Вот в темном ретрите как раз все происходило так, что терялись вот эти названия, оценки, переживания. Там просто было какое-то нахождение во всем, но это все было каким-то изначальным, что ли. Ты находишься в состоянии изначальности, вот этой базовости, и все, что ты чувствуешь, это тоже переживалось как тоже некая изначальность. Потому что даже когда ты касался руками чего-то, то есть ты не сразу мог вообще понять, чего ты касаешься. Где там кружка, где ложка, да, то есть что-то коснулся, а чего коснулся, вроде не знаешь. Потом уже, когда там начинаешь ощупывать, там да, это уже появляется некое очертание предмета. Ну и, конечно, я вынес для себя такой богатый опыт, наверное, в дальнейшем проведении вот таких темных ретритов. И уже можно идти, в общем-то, с людьми и дальше. Я просто почему не устраивал обычно более длительные ретриты, поскольку сам этого не проходил, а я считаю, что сначала надо все это испытать на себе, на своей шкуре, и тогда уже можно как-то это все преподносить, потому что описывать вкус того, чего ты не знаешь, но это по меньшей мере не глупо. Это такая лукавство, фальшь, ложь, которую не хочется людям давать. Но то, что ты переживаешь, вот даже вот это состояние, конечно, им очень хочется поделиться с людьми. Ты понимаешь, что не всем, конечно, это надо, то есть ты не хочешь навязываться, но если у кого-то есть запрос или какие-то направлено внимание в эту сторону, в исследование себя, то, конечно, уже вот есть чем поделиться, скажем так, на более длительных сроках. Или просто даже если кто-то захочет там, в своем индивидуальном состоянии, что я уже могу поделиться и что-то подсказать. Но это если кому будет интересно. Потому что в нашей жизни вот все же устроено, что многие обусловлены социумом, ходят на работу. И даже выбрать практически 1,5 месяца нахождения в темноте, без людей, в молчании, без телефонов, без связи, без контактов с внешним миром, для человека довольно-таки сложно. Но раз в жизни, мне кажется, можно, в общем-то, как-то уделить этому некое внимание. Поскольку, вот интересный момент, что когда мы отказываемся от еды, у нас чистится организм. От воды отказываемся, тоже чистится организм. Когда мы отказываемся, ну, условно говоря, от тепла и находимся какое-то время в очень холодной воде, тоже происходит чистка организма.
Тоже тело всю энергию направляет только в здоровые клетки, и больные, хилые, дохлые быстрее отмирают, как шлаки выводятся. И вот тут тоже похожее состояние, что ты неким образом чистишься, но чистишь уже не тело, а какое-то свое внутреннее состояние чистишь. И я бы даже сказал, что это как бы генеральная уборка. То есть вроде и так все чистенько, но иногда можно пройти с пылесосом и убрать абсолютно. То есть сделать такую же как бы даже стерильность. Она потом опять запачкается, но иногда вот интересно понаходиться в очень чистом пространстве. Поэтому да, вот это можно назвать такой некой чисткой, убиранием шлаков, которые еще остаются в уме, в теле, в памяти. Я еще не знаю, как будет происходить все взаимодействие с внешним миром дальше. Мне это самому интересно. Но мне кажется, что что-то изменится. А может и нет. Тут опять нет ожидания, и опять только есть принятие, как оно будет. Может, я стану более тихим, может, я стану более громким, я не знаю. Тут время покажет. Ну вот, в общем-то, на этом можно завершить рассказ о том, чего не было, о темном ретрите. Кому-то это, может быть, будет интересно, для кого-то это чудачество, но это уже... Все мы играем в эту игру под названием «Жизнь». Главное не играть в нее, не заигрываться. То есть всегда помнить, что это игра. И тогда эта игра будет очень легкой, игривой. Там будет отсутствовать денежный эквивалент, профессионализм. Там будет такая игра в чистом виде, ради самой игры. Без цели, не для того, чтобы что-то получить, а просто получать наслаждение в каждый момент этой игры. И неважно, находишься ли ты в темном ретрите, ходишь ли босиком по снегу, строишь ли дома, работаешь. Ты просто живешь, и это игра. И от этого никуда не деться. Когда ты видишь, что это игра, то ты не можешь к жизни относиться слишком серьезно. Когда ты не относишься к жизни серьезно, ты очень становишься расслабленным и легким. Нет напряжения. И в этой расслабленности, в этой легкости ты можешь двигаться более спонтанно, более гармонично. Потому что если художник рисует картину, и рука у него напряжена, я не думаю, что там что-то получится такое достойное. Обычно все это очень идет мягко, плавно, расслабленно. Или когда кто-то танцует, да. Представьте, что танцор там выходит весь напряженный, он даже не сможет выразить какую-то пластику. Вот так же и здесь в жизни, когда ты расслаблен, то жизнь просто танцует сама себя посредством вот этого тела. И ты просто наслаждаешься этим, удивляешься этому, и видишь, насколько это красиво. И возникает такой кайф от жизни. Кайф от жизни, наслаждение, радость, что бы в ней ни происходило. Причем ты наслаждаешься и радуешься как позитивным переживаниям, так и негативным. Это тоже часть игры. Это тоже некие условия, что чтобы пережить какой-то позитив, ты должен побыть в негативе, и ты понимаешь, что как некий маятник здесь все работает. И
ты находишься из центра этого маятника, наблюдаешь и отклонения в негатив, и в позитив. Но все твое внимание находится в центре, не затронутое ни негативом, ни позитивом. Такое состояние равностности, с которого происходит наблюдение всего спектра этой жизни. Вот мне как-то темный ретрит, мне кажется, помог в этом еще больше утвердиться и укорениться. Ну, пока я еще не знаю, поскольку прошло всего 2 дня, еще как-то немножко адаптируешься к этому миру по новой, хотя это происходит довольно-таки быстро. Но есть такое состояние послевкусия. То есть, как вот можно назвать, что нахождение в темном ретрите это было переживание вкуса, но бывает вот послевкусие даже вкуснее, чем вкус. И вот сейчас я нахожусь в состоянии такого послевкусия, тоже наслаждаюсь вот этим переживанием, открытия того, что ты можешь видеть, наслаждаться. Ведь когда все отсутствует, и после вот этого ты выходишь в возможность со всем взаимодействовать, ты просто можешь только благодарить Творца за то, что ты можешь это переживать. Что у тебя какое-то более-менее здоровое тело, ты можешь видеть что-то, взаимодействовать, наслаждаться жизнью. Ну, на этом будем заканчивать. Всем удачи.